Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Я вяжу себе пляжную тунику вот с таким замечательным узором и снимаю подробный попетельный мастер-класс. Видео я поделила на несколько частей. В первой части видео мы сделали все необходимые расчеты для вязания круглой кокетки. Во второй части мы вместе с вами связали круглую кокетку. В третьей части вывязали азиатский росток вместе с подрезами. В этом же видео я хочу показать вам, как я подниму петли из подрезов, из азиатского ростка, свяжу коротенькие рукавчики и закрою их полым шнуром айкорд. Все части видео по вязанию этого изделия вы можете найти внизу в описании под этим видео, а также я добавлю подсказку в правом верхнем углу экрана на плейлист, где будут собраны все части видео. Для работы можете взять дополнительные чулочные спицы того же номера, на которых вы вязали изделия. Но у меня спицы с толстыми кончиками, и мне поднимать петли будет очень неудобно. Поэтому я взяла те же спицы, на которых я вязала изделие. Это у меня спицы от фирмы Ади 3 мм. В первой части видео, когда я делала расчеты, я определила, что на мой размер, на мой обхват груди необходимо на подрезы взять 16 петель. Но для того, чтобы у меня вот здесь сошелся узор, на подрезы я взяла 14 петель. Значит, сейчас в рукав из подрезов и из ростка мне необходимо также поднять 14 петель. Когда я вязала азиатский росток, я вам показывала эту схему. Росток я вывязала за 14 рядов, и на подрезы я добавила 8 петель. Оставшихся 6 петель я добавила обычным образом воздушными петлями. И сейчас мы должны поднять петли из ростка. Мы поднимем 7 петель, так как росток у нас состоит из 14 рядов, значит здесь 7 кромочных петель. Из каждой кромочной петли я подниму по одной петле. И из петель подреза, из 6 петель подреза я также подниму по одной петле. Всего получается 13 петель. И одну петлю я оставила про запас, потому что вот здесь приходится поднимать дополнительные петли. Вот это у нас перед. По переду здесь приходится поднять примерно 2-3 петли, а сзади, вот здесь, где у нас спинка, обычно приходится поднять 1-2 петли. Но даже если вы поднимете несколько лишних петель, то особой разницы в рукаве здесь никакой не будет. И если у вас получится широкий рукав, то при вязании рукава вы сможете убавить лишние петли. Петли на правом рукаве начинаем поднимать по переду. Петли на левом рукаве я начинала поднимать по спинке из ростка. Итак, берем ниточку, оставляем подлиннее хвостик, чтобы нам было потом удобно спрятать его иголочкой. И если первую петлю я подниму из петли подреза, вот петля подреза первая, то у нас получится большая дырочка. Чтобы так не получилось, первую петлю поднимем из рядом стоящей петли. Смотрите, вот у нас петля находится на спицах. Находим петлю, которая находится рядышком. Вот это. И первую петлю поднимем из этой петли. Можно взять спицу, чтобы вам было удобно. Подхватываем соседнюю петельку вот так. И провязываем скрещенную лицевую петлю за заднюю стенку. Следующую петлю поднимаем из петли, которая находится здесь же, ниже, только на один ряд. Вот из этой петли. Также ее вот так вот подхватываем и провязываем скрещенную лицевую петлю за заднюю стенку. Находим следующую петлю на ряд ниже. Возьмем вот эту, подхватим петельку и провяжем скрещенную лицевую петлю. И вот так у вас должно получиться. Я подняла здесь 3 петли. Следующую петлю поднимаю из петель подреза. Но поднимать нужно не между петель подреза, не отсюда, не отсюда, а прямо в петлю подреза. Вот у нас петля, которая у нас шла вниз. И между вот этих двух ниточек, это у нас наборный ряд, вот он, перекрещиваются 2 ниточки. У
у нас петля идет. И прямо в основание петли поднимаем петлю, чтобы у нас шла прямо петля в петлю. Вот так поднимаем одну петлю из подреза. Вот так, видите, у нас петля идет в петлю. Находим следующую петлю подреза. Вот она. Вот. Поднимаем вторую петлю. Находим следующую петлю. Вот она, перекрещиваются две ниточки, видите? Так, третью петлю подняли, нахожу четвертую петлю. Нахожу пятую. Нахожу шестую. Если не получается, то можно помочь себе спицей. Да, я очень плотно вяжу, и петли мне поднимать иногда очень сложно. Так, сколько петель я подняла? 3 петли сбоку и 2, 4, да, 6 петель с подрезов. И следующая петля у нас должна быть кромочная. Вот первая кромочная петля ростка. Но я хочу поднять петлю вот здесь, потому что видите, как широко у меня будут петли между собой. Чтобы здесь не было дырочки, я еще одну петельку подниму вот отсюда. Так. И теперь смотрите, я буду поднимать петли из ростка, но поднимать я буду не из кромочных, ни в коем случае, девчонки, не поднимайте из кромочных, а буду петли поднимать между кромочными. Вот одна кромочная, вот вторая кромочная, и между кромочными есть вот такая ножка. И прямо в основании этой ножки я буду поднимать петлю. Есть второй вариант, тоже очень хороший, незаметный. Можно петли поднимать вот отсюда, из рядом стоящих петель. Очень хороший незаметный способ. Но я очень плотно вяжу, поэтому я поднимаю вот отсюда из ножки кромочной, и у меня получается все очень хорошо незаметно. Если же вы будете поднимать петли из кромочных, видите, как они вытягиваются, у вас обязательно будет дырочка. Ни в коем случае так не делайте. Итак, я буду поднимать петли из ножки кромочной. Вот нахожу ножку. И вот так спицу вставляю и подхватываю петлю. Вот одну подняла. Нахожу вторую ножку. Вот вторая ножка. Вторая петля. Нахожу третью. Так, у меня здесь по узору должна быть дырочка. Так, третью подняла. Четвертая. Так. Такая нитка цеплючая, прям... Ой, вся уже измучилась. Еще вяжу плотно. Так, придется мне помочь дополнительной спицей. Так, это четвертая, по-моему, была. Вот это пятая.
5. Так, 6. Так, не пойму, вот здесь что ли? Выбирайте самые незаметные места. Так, вот здесь у меня должна быть по узору дырочка. Так, и еще вот сюда подхвачу одну петельку. Так, и сколько у меня петель получилось? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Но даже если вы наберете какие-то лишние петли, это ничего страшного. Мы, когда будем вязать рукав по кругу, то мы сможем убрать лишние петли. Итак, я начинаю вязать рукав по кругу. Вот это у меня маркер начала ряда, и этот ряд мне нужно вязать по узору над лицевыми лицевые, над изнаночные изнаночные, и накиды провязываю лицевой петлей. Дошла я до того места, где я начинала поднимать петли, и также провязываем все петли по узору. В этом месте у вас может растягиваться петля, но мы ее потом подтянем, вот эту ниточку. И вот так у нас все получится незаметно. Сейчас я провяжу пару рядков и покажу вам, что получилось. И забыла вам сказать, что на рукаве я решила узор вязать только вот эти дорожки. Вот так у меня получится. Сейчас я провяжу 7 рядов, всего 7 рядов, и покажу вам, как у меня получилось. Ну вот вы уже видите, в принципе, сейчас быстренько я провяжу петли. И вот смотрите, как у нас получается. Вот это росток. Вот видите? Вот это подрезы. Как аккуратно у нас петли переходят одна петля в другую. И вот тут перед нашего изделия. Вот так ровненько, аккуратненько у вас должно получиться. Итак, я провяжу 7 рядов по кругу и вернусь к вам. Провязала я необходимое количество рядов на рукаве, и мне осталось провязать еще один ряд. И в этом ряду я сделаю 2 убавки. Я решила, что рукавчики у меня будут вот такие коротенькие. Если вы хотите связать длинные рукава, и они у вас сейчас широкие, то лучше всего делать убавки вот здесь, вот в подмышке. Лучше выделить несколько центральных петель, например, 2 петли, и делать убавки с одной стороны и с другой стороны от этих петель. Справа лучше делать убавки с наклоном влево, а слева лучше делать убавки с наклоном вправо. Меня же ширина рукавов вполне устраивает. Я хочу сделать убавки только лишь для того, чтобы у меня закруглился вот так рукавчик. Итак, выбираю 4 центральные петли, вот они, и делаю убавки. Сейчас мне нужно сделать убавки с наклоном влево. Для этого я разворачиваю обе петли вот так левыми стеночками вперед и провязываю их вместе за задние стенки. Провязываю 4 центральные петли и теперь провязываю 2 петли вместе уже с наклоном вправо, вот так за передние стенки. Если вы путаетесь, как провязать вам петли с наклоном в нужную вам сторону, я снимала подробное видео, где рассказываю все свои запоминалочки, как провязать 2 петли вместе с наклоном вправо и влево. Показываю 2 способа. Можно провязать 2 петли сразу вместе одновременно, а можно провязать методом протяжки. Обязательно оставлю вам ссылочку на это видео в описании под этим видео и добавлю подсказку в правом верхнем углу экрана. Итак, сейчас я провяжу еще один ряд, вернее этот ряд довяжу до конца, остановлюсь вот тут, в этом месте, и дальше буду закрывать петли полым шнуром айкорд. Провязала я рукава, остановилась
вот в этом месте, где у нас подмышка. И дальше буду делать обвязку полым шнуром айкорд. Я снимала очень подробное видео, как я обвязываю полым шнуром айкорд по открытым петлям, по закрытым петлям, по кромочным, по наборному ряду. Также я показывала, как я соединяю начало и конец полого шнура. Обязательно, девочки, посмотрите, потому что сейчас я вам покажу буквально быстренько, только потому что по-другому буду набирать петли для полого шнура. Когда у нас здесь нету нитки, то петли нам необходимо набрать. Берем другую ниточку и набираем обычным способом. Если у вас полый шнур состоит из 3 петель, то набираем 3 петли. Но когда у нас здесь есть ниточка, то обрезать ее глупо. Поэтому мы будем набирать вот отсюда. Метод называется жгутообразным. И наберем всего лишь 2 петли. Смотрите, как я набираю. Ввожу спицу между 2 петель и поднимаю вот так нить. И петельку вешаю на спицу. Получилась у меня 1 петля. И второй раз между этих 2 петель ввожу спицу. Подхватываю нить, и у меня получается 2 петля. Вот так. 2 петли мы набрали, и 3 петля это вот эта 1 петля. И мы начинаем вязать полый шнур обычным способом. Первую петлю провязываем лицевой за переднюю стенку. Вторую петлю провязываем лицевой за переднюю стенку. И 3 петлю провязываем вместе со следующей петлей. Но обратите внимание, вот эта петля у нас стоит правой стеночкой вперед, и если мы 2 петли провяжем вместе, то она будет скрещенная. Мне этого не нужно. Первую я не разворачиваю. В этом видео я вам показываю, почему я не разворачиваю эту петлю. А вот эту обязательно разверните. И провязываем 2 петли вместе лицевой петлей вот так. Переснимаем 3 петли обратно на левую спицу и снова вяжем наш шнур айкорд. 1 петля лицевая, 2 петля лицевая за переднюю стенку. И 3 петлю провязываем вместе со следующей петлей. Переворачиваем петлю, вот эту петлю, которая у нас петля рукава. Эту петлю, еще раз, девочки, я не переворачиваю, не трачу на это время. Вот так. Провязываем вместе лицевой петлей. Сейчас покажу, как еще можно их провязать. 1 лицевая за переднюю стенку, 2 лицевая за переднюю стенку. И дальше 1 петлю снимаю, вот эту петлю рукава провязываю лицевой петлей и снятую петлю набрасываю на провязанную. Получается то же самое. И покажу вам еще один способ, который, я не знаю, сама я придумала. Возможно, кто-то так делает, такая хитрость маленькая. 1 лицевая петля за переднюю стенку, 2 лицевая петля за переднюю стенку. И дальше мне необходимо провязать вот эти 2 петли вместе. Но эту нужно развернуть. Но я не хочу тратить время ее разворачивать. Что я делаю? Вот так спицу ввожу. И вот эту петлю подхватываю вот так. Вот видно вам? Вот так подхватываю. Как бы переднюю стенку подхватываю, но вот так разворачиваю ее. И ниточку протягиваю. Вот так. Еще раз вам покажу. Если вам покажется это сложно, то просто переворачивайте петельку и все. Лицевая петля за переднюю стенку, лицевая петля. И еще раз ввожу спицу в петлю, а эту петлю подхватываю за переднюю стенку. Вот так. И ниточку протягиваю. Вот. Все. И так вяжу дальше по кругу до конца ряда. Сшивать конец и начало полого шнура я не буду вам показывать. Посмотрите в том видео в подробном про полый шнур. Я ссылочку оставлю вам в описании под видео. И сейчас всплывет подсказка в правом верхнем углу экрана. Итак, полый шнур довязываем. Сшиваем начало и конец полого шнура. И все, наш рукавчик готов. А сейчас бонус для тех, кто досматривает видео до конца. Огромное вам за это спасибо. Решила я быстренько показать, как буду соединять начало и конец полого шнура. Я уже отрезала ниточку, вставила ее в иголку. Игла у меня специальная для сшивания трикотажных изделий с тупым кончиком. Итак, первым делом я подхватываю
начало полого шнура. Вот так. Этого делать не обязательно, но я так люблю делать. И перехожу к этим петлям, к открытым, и подхватываю первую открытую петлю с изнаночной стороны. Вот так. Теперь перехожу к началу полого шнура и нахожу первую петлю. Вот эта первая петля, это та петля, которая у нас была петля рукава, к которой мы добавляли еще 2 дополнительных петли. Из 3 петель мы вязали шнур. И вот это была первая петля. Но нам нужна не она, а петля на ряд выше. Вот эта. И эту петлю мы подхватываем вот так. За 2 дужки. Вводим иголочку за 2 дужки. И возвращаемся к первой открытой петле. И эту петлю мы теперь подхватываем с лицевой стороны. Ее скидываем. И следующую петлю, вторую, подхватываем с изнаночной стороны. Аккуратненько подтягиваем. Вот так. Видите, как у нас получается аккуратно. Теперь переходим опять к началу полого шнура и находим вторую петлю, которая находится на том же уровне. Вот смотрите, вот вторая петля. Также ее подхватываем за обе дужки и возвращаемся ко второй открытой петле. Подхватываем эту петлю с лицевой стороны, сбрасываем ее со спицы и следующую петлю открытую подхватываем с изнаночной стороны. Ниточку аккуратненько подтягиваем. Переходим опять к началу полого шнура. У меня тут соскочила спица, но ничего страшного. Нахожу я третью петлю. Вот она. На этом же уровне, да? Смотрите, чтобы ровно у вас было. Подхватываю ее за 2 дужки и возвращаюсь к третьей петле. Подхватываем эту петлю с лицевой стороны. Все петли мы подхватили. Аккуратненько все подтягиваем. Вот так у вас должно получиться. Вот посмотрите. Вот так ровно, аккуратно. И теперь сзади мы просто затягиваем ниточку и прячем ее прямо в шов полого шнура. Прямо вовнутрь. Вот так возьмем. Вот тут я ее сейчас закреплю хорошенько, чтобы она у меня не распустилась. И вот так вовнутрь спрячу. И, девчонки, посмотрите, как у нас все получилось. Вот здесь, если у нас получается дырочка, да, у нас вот эта ниточка еще не закреплена. Мы ее подтянем. Но если все равно у вас тут остается дырочка, то можно вот этой ниточкой сделать буквально 1-2 стежка, чтобы спрятать дырочку. Ничего у вас здесь видно не будет. Итак, прячем кончики. Наши рукавчики готовы. Вот так у вас все аккуратно должно получиться. Вот это у нас перед, подрезы и спинка. Итак, рукавчики готовы. В следующем видео вы можете посмотреть, какую кайму по низу своего изделия я буду вязать. Если вам понравилось вязать вместе со мной, то, пожалуйста, поддержите мой канал подпиской, лайком или комментарием.